Сегодня мы прогуляемся по когда-то самому важному заводу по ремонту подводных лодок и военных кораблей на всем Балтийском побережье. Находки впечатляют, а я весьма удивлен, что это все дошло до наших дней в почти первозданном виде. Приятного просмотра! Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. И сегодня я выбрался в очередное путешествие на старинный завод, на котором когда-то делали станки для сельского хозяйства, посуду и, что самое интересное, чинили корабли и подводные лодки. Центральная лаборатория завода. А вот и сама лаборатория. Колбы химические для различных опытов. Натрий. Полы от времени уже просели. И снова множество химикатов. Что ж, завод, куда я сегодня решил прийти, это судоремонтный завод. И построен он был очень давно, более 100 лет назад. Противогаз ГП-5. Значит, возможно, где-то тут есть бомбоубежище. Сегодня во время съемок я буду пользоваться вот таким фонариком от компании Armitec. Они прислали мне его в подарок. И сегодня посмотрим, насколько он хорош. Здесь у нас продолжение химической лаборатории. Снова химикаты, колба. И как обычно, все с завода Реахим. Было бы интересно когда-нибудь посетить сам завод Реахим, если он еще, конечно, остался. Тут был, похоже, чей-то кабинет. Технология судоремонта. 85-й год. Закончился субботний трудовой день, наступила ночь. Здесь, я так понимаю, различные статьи. Вот как правильно ремонтировать корабли. Различные рассказы рабочих тех лет. Различные чертежи лежат, тоже по судоремонту. И разная документация. И снова различная заводская документация. Противогаза. Фильтры для них. И такие же журналы про судоремонт. Инвентарь для пожаротушения. Когда-то здесь все это было
но все уже растащено. И памятка о том, как правильно тушить пожар. Еще небольшой склад с различными химикатами. Про химикаты я мало что знаю, я не химик. Сложно что-то прокомментировать мне тут. Какой-то прямо такой яркий калий. Что ж, время идти дальше. Завод очень большой. И хочется за сегодня его осмотреть и показать вам все самое интересное. Как я понимаю, вот эти здания когда-то были цехами и складами. Тут даже проложена железная дорога и был свой путь, который ведет как раз в сторону тех самых огромных цехов и сухих доков, где когда-то ремонтировали подводные лодки. Это здание похоже уже на склад. И тут довольно-таки неприятный запах. Осторожно с огнем. Вероятно, тут хранили какие-то возгорающиеся вещества. Вот это да. Что ж, это не бомбоубежище, потому что я не под землей. Но это очень похоже на класс, где преподавали гражданскую оборону работникам завода. Снова лежат противогазы. Даже лежат сумки с противогазами, которые никогда толком никто не носил, и они просто сгнили от времени. И различные учебные плакаты по гражданской обороне. Учебник по гражданской обороне. Интересно заглянуть, что же там написано. Введение. Тут написано даже, по-моему, как правильно пользоваться противогазом или защитной маской. Как обрабатывать эту маску снаружи защитными веществами. Все про противогазы. Как остановить кровотечение. На самом деле весьма интересный учебник. Можно было бы даже взять один такой с собой. Прием оказания помощи человеку, пораженному электрическим током. Начальник местной обороны завода. Интересно, кто сидел за этим окошком. Тут еще такой один малюсенький кабинетик. Какой-то то ли склад, то ли что.
А вот место, где сидел преподаватель. Стоит телевизор какой-то интересный. Не пойму, что тут написано. По-моему, Таурас. Но я не уверен в этом. К сожалению, разбитый. Вот здесь, я так подозреваю, как раз-таки был склад. Это не провода, это всего лишь оплетка. Потому что если бы это были бы провода, я думаю, здесь бы уже их не было в таких количествах. Возможно, эта оплетка, это даже была продукция этого завода, которую они делали. Но это уже лишь мои догадки. Различные пустые таблицы для записей заводских. И здесь с ними целые стеллажи. Допускаемая нагрузка 500 килограмм на квадратный метр. На эти полки можно было положить. Все усыпано ящиками, вещами. И снова небольшая каморка с химикатами. Масштабы этого всего, конечно, поражают. Вот остался лежать набор таких типа отверток, получается. Очень интересные конструкции на крыше у соседнего здания. Я даже не знаю, это то ли такая труба дымоходная, просто красивой формы такой. И вон там тоже. То ли это какой-то такой мощный гудок большой. Что-то интересное. Еще на каждом здании нарисован спасательный круг. Как символ того, что это судоремонтный завод. Архив. Здесь, похоже, хранятся все проекты, чертежи, схемы тех вещей, устройств, которые производились на заводе. Тут, блин, такие прямо высокие полки. Столько всего. Обалдеть просто. Самый настоящий архив. А здесь очень интересное зрелище. Потолок прогнил от влаги, и вот эти полки с книгами, они подпирают потолок, чтобы он не рухнул. Что-то про трубы и арматуру.
какие-то советские чертежи. Светокопия. Ящики просто с бумагой. Продолжение архива. Брошюровочная. Опять же, полки с проектами разными. Еще кабинет какой-то. Если так подумать, вот, чтобы хранить информацию одного огромного завода на бумаге, надо было раньше столько листов бумаги, столько места, а сейчас можно было бы поставить мощные компьютеры с жесткими дисками большими и хранить это все в электронном виде. И уже это было бы гораздо удобнее и легче. Но бумага может сгнить и отсыреть со временем, а какой-нибудь жесткий диск может просто сломаться, и вся информация может пропасть в один миг. Кстати, касательно фонарика от Armitec, вполне остался им доволен. Светит он на 4000 люмен аж. Такой, казалось бы, маленький и так ярко светит. Вот. Хорошо работает все. В комплекте удобная магнитная зарядная. Если кто-то из вас желает приобрести такой же фонарик, или просто хороший фонарик похожий, или же какие-то другие товары для туризма, для путешествий, для активного отдыха, то переходите по ссылке в описании в магазин Armitec. И более того, по моему промокоду Прибалтика вы получите еще и скидку. Кстати, приятная новость касательно доставки. Можете вообще не беспокоиться. Мне вот прислали фонарик в Латвию где-то в течение 1 недели всего лишь. Могут прислать и в Россию, есть там магазины, и в Латвию, и в принципе в любую другую страну. А я тем временем иду в сторону того самого сухого дока, где занимались ремонтом подводных лодок. А вот и та самая железная дорога, которую я видел на территории. Ее потихоньку уже начали разбирать. А вообще этот путь шел прямо в сухой док. А вот и тот самый сухой док. Зрелище, конечно, просто потрясающее.
слышал интересную историю про этот сухой док во времена Второй мировой войны, когда война только начиналась, и немцы пришли в Латвию. На этом заводе на ремонте как раз стояло несколько подводных лодок. Но они все были разобраны, не были в состоянии плыть. И вот завод начали обстреливать немцы. И команда работников завода, они быстренько починили, собрали одну из подводных лодок и прямо отсюда попытались уплыть. Но они доплыли до Колки на этой подводной лодке, и там их потопило немецкое судно. А сейчас здесь стоит такая маленькая яхта, которая называется Аусма. Совсем уже уставшая и сгнившая от времени она. Можно представить себя капитаном дальнего плавания. Хотя на такой яхте особо далеко, наверное, и не уплывешь. Яхта, огромный цех. Еще только не хватает алых парусов на яхте. Попробую зайти в каюту, потому что заброшенную яхту я встречаю впервые. Такая, на самом деле, не такая уже тесная каюта. На 2-3 человека спокойно. Нос яхты. Конечно, я под впечатлением от увиденного однозначно. В задней части яхты еще такой интересный трюмок небольшой. Тут, наверное, стояли баки или с горючим, или с пресной водой питьевой, или, может быть, даже тут стоял и мотор, и бак с топливом. Что ж, это была административная высотка или конструкторское бюро этого же самого завода. Главный вход и 2 будочки для сторожей. Доска для объявлений. Это очень похоже на гардероб. Но нет, тут, похоже, был какой-то склад. И календарь. Внимание, за 89-й год. Очень старый календарик.
А вот это уже больше похоже на действительно такой гардероб для рабочих. Шкафчики для одежды и вещей личных. Да здравствует героический рабочий класс страны Советов. Обалдеть, советские плакаты остались. Вот тут список кабинетов. 5 этажей было в этой высотке. И лифт. Конечно же, не работающий. Слава великому советскому народу, строителю коммунизма. Коммунисты, будьте в авангарде всенародной борьбы за повышение эффективности и качества работы. Нашел на первом этаже много разных плакатов про Советский Союз того времени, про политику, про производство. В общем, если кому будет интересно, сможете это все остановить на паузу и прочитать. А мы идем на второй этаж. Многие двери закрыто, несмотря на то, что здание уже давно заброшено. И, вероятно, за ними есть что-то интересное. Здание в очень плачевном состоянии. Капает вода с потолка. Все гнилое, в плесени. И даже неприятно дышать. Кстати, неизвестно, когда все эти заводы были закрыты. Но вот 2002 года лежит календарик. Я думаю, что все, что я сегодня смотрел, было закрыто все-таки позже. Может быть, лет 15 назад.
Но это опять же лишь мои догадки. И точно, когда это все было закрыто, я не знаю. Здесь опять же много самых разных документов, бумаг, журналов. И снова лежат противогазы. Один более-менее живой кабинет. Тут опять же, я думаю, самая разная заводская документация лежит. Проекты, чертежи. И именно в этой высотке работали конструкторы, инженеры, проектировали продукцию. Вот стоит чья-то почетная грамота с советских времен. Также я думаю, что в этой высотке работали бухгалтеры. Ну, в общем, административная высотка, одним словом. Календарик 92-го года. Небольшая хроника. Фотография черно-белая со времен, когда завод работал. Как тут на нем происходили самого разного вида работы. Вот люди работают за станками. Кстати, как я и говорил, на этом заводе и производили станки для других заводов, для домашнего хозяйства сельского. Интересную вещь нашел. Это, наверное, был такой мощный большой сейф. Кстати, до сих пор закрытый. А находился он в кабинете бухгалтера. Может быть, как раз-таки в нем хранили зарплату для рабочих? Скоро, кстати, уже закат. Хочется успеть подняться на крышу и показать вам красивый закат напоследок. Но у нас еще остается 2 этажа. Если я не ошибаюсь, здесь, получается, даже делали дизельные моторы на этом заводе. На последнем этаже находится вот такой вот интересный актовый зал. К сожалению, то ли люди, то ли время так это все попортили, а скорее всего вместе. И зал уже не так красив, как раньше. В общем, вот и подходит здание, и выпуск тоже к концу. Спасибо вам всем за внимание, кто смотрел, кто досмотрел до конца особенно. А вот и крыша. Как же прикольно было работникам, которые работали в этом архиве на последнем этаже, и могли выйти на крышу и полюбоваться вот таким закатом чудесным.